Друзья мои, всем привет! С вами компания PandaWay. Сегодня мы приехали в компанию Baiyun. Она же Wuling, она же General Motors, она же SAIC. Это дочка этого подразделения, концерна. И сегодня мы хотим снять небольшой обзорчик на автомобиль Baiyun Kiwi EV. Раньше назывался он E300. На выставке мы уже снимали на него такой кратенький обзорчик. Был у нас он, мелькал. Так вот, сейчас они его переименовали в Kiwi EV. Ну, здесь у нас стоит черный цвет. Черный цвет для обзора не очень хорош, поэтому мы перейдем сейчас в салон и покажем вам красивый зеленый автомобиль. Прошлый наш обзор был про Wuling Mini EV. Как я сказал, это лидер по продажам в Китае уже 2 года. Так вот, компания Baiyun, в принципе, это то же самое, что и компания Wuling. Они выпустили модель Kiwi EV и, наверное, хотели повторить успех Wuling Mini EV. Но, к сожалению, не получилось. Kiwi EV практически не продается на китайском рынке. Если сравнивать с Mini EV, то здесь вообще просто это аутсайдер рейтинга продаж. Лично мне интересно, как так, почему такой инновационный автомобиль, электромобиль с таким интересным дизайном, да, с хорошим запасом хода, в принципе 300 километров, да, почему же он не продается? Длина автомобиля 2,9 метра, ширина 1,55 м, высота 1,60 м. Колесная база 2 метра. Всего у Kiwi EV 3 комплектации. Базовая, средняя и максимальная. Отличие в салоне, в материалах. Здесь средняя комплектация у нас представлена. Здесь нету камеры 360 градусов. В максималке она есть. И в максималке есть еще функция помощи удержания в полосе. Я пытался протестировать ее сейчас на тест-драйве. И, честно говоря, так и не понял, в чем ее секрет. И все-таки я не понял, что это за функция удержания в полосе или помощь при рулении. Менеджер так и не объяснил. Они сами не знают. Скорее всего, это просто какой-то маркетинговый ход, чтобы хоть как-то привлечь покупателей к этой машине. Потому что я нажимаю на нее, и ничего не происходит здесь. Здесь у нас расположена камера слежения за полосой, которая входит в эту систему помощи удержания полосы движения. Она не дает вам возможности ехать без рук. Это не автопилот. Это всего лишь система помощи. То есть руль становится более такой жесткий, и он просто не дает вам быстро и как-то резко съехать с полосы движения. Вы все равно будете выезжать, автомобиль вас не удержит в полосе, но это будет происходить как-то медленнее, чем обычно. Честно говоря, до конца ее работу мы так и не поняли. Сегодня мы ездили, просили менеджера, менеджер пытался нам показать, объяснить, она сама толком не знает, и в итоге мы так и не поняли, как она работает. По факту, как мне кажется, эта функция не нужна, и за нее переплачивать там какие-то лишние деньги я бы не стал. Но максимальная комплектация имеет функцию автоматической парковки. Вот это уже интересно. Так, сейчас мы проверим режим автоматической парковки. Нажимаем. Выбрали место. Теперь еще раз нажимаем. Все. Отпустил я управление полностью. И машина сама начинает парковаться. Все. Оптика здесь светодиодная и линзы. Повторители поворотников в зеркалах. Внешне она мне очень понравилась. Еще на выставке, когда мы смотрели на этот автомобиль, он мне очень понравился. Инновационный стиль такой, да? Что-то новое, освежающее наши дороги. Официальная цена. Официальная. Я не знаю, там в комментариях пишут там про какие-то цены смешные, непонятные, где-то находят. Официальная цена от компании Baiyun на минимальную комплектацию 69 800 юаней, на среднюю комплектацию 78 800 юаней и на максимальную комплектацию 89 800 юаней. В отличие от Mini, здесь уже по умолчанию с фабрики есть порт быстрой зарядки.
Все красиво, все аккуратно, все удобно. Так как это электромобиль, здесь нет у нас решетки радиатора, она в принципе не нужна. Вот. Но должно же быть какое-то подкапотное пространство. Все-таки здесь передний привод у этого автомобиля. Движок находится здесь. Есть рычажок. Открытие капота. А где же этот капот? А вот он. Вот такое подкапотное пространство у нас. Маленький доступ к двигателю. Мощность двигателя 40 киловатт, 54 лошадиные силы, 150 ньютон-метров крутящего момента. Насколько это удобно, не могу сказать. Но, по крайней мере, аккуратно и компактно. Максимальная скорость в автомобиле 120 километров. Разгон до сотни, ну, это сложно сказать. С такой мощностью двигателя, да, таких цифр просто здесь нету. Но в остальном, вот динамика, вот у меня сейчас спорт режим, Черри Тига обогнали, ну там вообще, похоже, народ на педаль не нажимает. Машина очень слабенькая, конечно. Запас хода хороший, да, 300 километров, это радует. Во всех трех комплектациях батарейка стоит емкостью 31,9 киловатт-часов. Запас хода по циклу NEDC 305 километров. Хороший запас хода для бюджетного автомобиля. Ну и все же интересно, почему этот автомобиль не продается. Чтобы разобраться, давайте мы зайдем внутрь салона и посмотрим, что там внутри. Два ряда сидений, передний, задний, одна дверь. В принципе, все точно так же, как и было у Wuling Mini. Так вот, друзья мои, материалы в этом автомобиле, они, конечно же, желают быть намного лучше. То есть это все такой жесткий, очень грубый пластик. Прям очень жесткий. И как мне сейчас на тест-драйве не понравилось, это вот форма от этого руля. Руль прям такой пластиковый. Пластмассовый руль, причем еще с ребром с таким жестким очень, который давит прям в ладонь. Неудобный очень руль такой, неприятный. Есть такие вот острые выемки, которые при управлении, они просто впиваются в ладонь. Кресла, посмотрите, какие они маленькие. Маленький размер кресел, очень неудобно. То есть тут, наверное, на какую-то маленькую такую девочку, такую компактную. То в отличие от Wuling, здесь большой монитор, цветной, все хорошо. Здесь у нас версия средняя комплектация. Здесь нет у нас функции автоматической парковки, нету функции помощи в удержании в полосе. Красивый дизайн такой, современный такой, да, вот инновационный такой. Постарались дизайнеры, они сделали такой симпатичный автомобиль, и который, наверное, пару лет назад можно было бы отнести к концепт-карам, да. Сейчас же это автомобиль, который уже готов, который передвигается по дорогам, но почему-то они не уделили должного внимания к материалам, и все это осталось такое дешевое, и, конечно же, вызывает такое отторжение. Понравилось мне переключение передач РНД, да, ручка, вот она такая в форме такого лепестка, интересно сделано, драйв, нейтралка, задняя и парковка. Понравилась мне здесь настройка и управление кондиционером, то есть скорость, температура, просто простейшими движениями все это делается. Сверху на панели меню управления кондиционером, направление воздуха, направление обдува, включение-выключение кондиционера. Справа и слева есть лепестки, с левой стороны управление освещением, с правой стороны управление дворниками. На самом руле сенсорные кнопки в таком стиле, что я изначально даже, честно говоря, не подумал бы, что это сенсорные кнопки. Спорное решение. Я больше отдаю предпочтение физическим кнопкам, которые можно вслепую нажимать по памяти. Посередине нету ни подлокотника, нету ни ящика какого-то, да, то есть здесь не USB разъемов, поэтому легко и просто можно перебегать с левого на правое кресло, если вдруг вас пьяным за рулем поймали. Запас высоты хороший, потолок высокий, то есть я сижу спокойно, вообще ничего не мешает. Обзорность хорошая, в принципе. Здесь две арки закрывают немного обзор, но в принципе это не критично. Обзор зеркал не очень хороший. Друзья мои, вот это у нас салон максимальной комплектации. В отличие от базовой и средней комплектации, здесь сиденья выполнены из такой перфорированного кожзама. Это не кожа, конечно же, да. В остальном, ну вот здесь, да, еще вставки, вот они, кожзам, вставки кожзама есть такие в дверях. Все. В остальном это жесткий пластик, как и во всех остальных комплектациях.
Сидушки такие же маленькие, ничего здесь такого интересного, я бы сказал, нету. Зато с педальками здесь все в порядке. Помните, как в Wuling Mini там педаль газа находилась посередине машины, то есть где-то вот здесь. Здесь же все нормально. Нету перчаточного ящика, вместо него сделали вот такие вот крючки для пакетиков, да. Есть такая вот маленькая полочка под документы. 2 USB разъема, закрытые такой заглушкой. Прикуривателя здесь я не вижу. То есть, и что получается без прикуривателя? Интересно. Слушайте, мне кажется, это первый автомобиль, который я встретил, в котором нету прикуривателя. Подушки безопасности, давайте посмотрим. Вот она. Одна есть здесь и одна есть здесь. Все. 2 подушки безопасности, даже в максималке. Сиденье у нас для заднего ряда откидывается вот так вот. Удобно. Проход довольно широкий такой, просторный. Зайти сюда несложно. И давайте сейчас я залезу на задний ряд и проверим, каково мне будет сидеть. Так, ну если откинуть сидушку до максимума, как я это сделал, переднюю, то, конечно, мне здесь сидеть очень некомфортно, очень тесно. Прям. О, а еще подголовник. Смотрите. Нет, подголовник. Ну, мне он немного маловат. Но выезжает. Такие маленькие спинки, прям вообще детские, как будто для детей сделанные. Если сравнивать с Wuling Mini, то, конечно же, Wuling Mini он дешевле, он проще, но он дешевле. Запас хода у него меньше, но тем не менее он дешевле, опять же, да. И поэтому Wuling Mini покупают, а Kiwi EV не покупают. Теперь все становится на свои места, и теперь все понятно, почему его не берут. Я думаю, что красная цена ему это 50, максимум 60 тысяч юаней. Как она гудит сильно. Динамика вообще очень слабая здесь. Шумоизоляции практически вообще никакой нету. Посадка здесь некомфортная. Очень плохая шумоизоляция. Вот сейчас мы едем через лежачие полицейские, и подвеска вообще не отрабатывает. Все очень жестко, грубое. Из всех наших обзоров, наверное, самый плохой комментарий был по поводу маленького муравья, Chery маленький муравей. Но здесь же, мне кажется, это гораздо хуже. То есть соотношение цены и качества здесь, на мой взгляд, хуже, чем у Chery маленький муравей даже. Если помните, в Wuling Mini был маленький багажник, но при сворачивании заднего ряда получался объем в 700 литров. Здесь же у нас, автомобиль у нас сейчас без питания, открыть мы здесь его не можем. Задний ряд, багажник мы вам покажем сейчас на тест-драйвской версии. Максимальная комплектация. И смотрим, что у нас с багажником. А с багажником у нас ровным счетом ничего. При откинутых креслах заднего ряда вы сюда даже не положите маленькие узкие пакетики. Его просто нету. Вот. Но можно же откинуть, да? Как откинуть? Никаких ручек здесь нету. Нужно тянуться вперед и дергать за веревочку. Дергать за ремешок. Дергаем за ремешок и откидываем вот так вот задний ряд. И в этом положении даже, багажник он просто минималистичный, его просто нету. Он очень маленький, конечно. Здесь, вот по сравнению все-таки с Wuling, в Wuling, если вы убираете задний ряд, то есть там была такая возможность убрать, здесь же мы даже убрать ничего не можем. Тут все прикручено, то есть только если открутить, разобрать все это дело, да. Там же можно было снять спинки и получить такой более емкий багажник. Здесь он очень маленький. Есть сзади 2 подстаканника, есть вот такие вот глубокие ниши для пассажиров заднего ряда. Может быть, я чего-то не понимаю, да, но я не понимаю, кто бы купил такой автомобиль. Честно говоря, у меня даже азарта не было при обзоре этого автомобиля.
после выставки прям было желание прийти, прокатиться. Но когда мы проехали, шумоизоляции нету, динамики нету, комфорта нету, подвеска жесткая. Короче, одни минусы. И за такую цену, ну, я бы не взял. И вот теперь у меня возникает вопрос, почему такая высокая цена? Вот это я, честно говоря, не понимаю. Это я не понимаю, но теперь я понимаю, почему автомобиль Kia EV не продается. В максимальной комплектации он стоит 90 тысяч юаней. За 90 тысяч юаней можно купить BYD Delfin, BYD Yuan, Changan E-Star, Neja, V. Очень много электромобилей, которые в том же ценовом диапазоне, но у которых качество отделки материалов и которые по своему вообще качеству гораздо лучше. Друзья мои, а на этом мы попрощаемся с Kia EV. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете про этот автомобиль. Интересно знать ваше мнение. А с вами была компания PandaWay из Китая. Будьте с нами, и у вас все будет хорошо. Друзья мои, в Китае таких машин много. И вот сейчас, пока мы шли, увидели такие вот смешные машинки Poco. Есть с такой вот узкой фарой и есть с такой огромной фарой. Что это такое, я пока не знаю. Если вам интересно, напишите в комментариях, и мы вернемся сюда и снимем на них обзор.